Ваша загадочная фанатка. Давайте посмотрим вместе, кто же она. С вами Вика, и давайте смотреть новый расклад Таро для мужчин. А вы пока подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Но для начала, как всегда, давайте смотреть, в каких же энергиях вы находитесь, мои хорошие. Ну, конечно же, здесь, я бы сказала, большинство снова у нас собралось холостяков, да? Хотя у кого-то может проиграться, что есть женщина, но это так, скорее, ну, такая боевая подруга, да, называют. У кого-то это так, девочка, которую можно вызвать, позвонить, это, ну, так, дружеский кекс еще называют, да? У кого-то может проиграться, что это женщина, ну, которая, в принципе, не входит в планы, чтобы вы на ней женились, да. Это, ну, реально, это просто вот как любовница, да. У кого-то из вас проиграется, что есть женщина, на которую вы положили глаз, ну да, здесь скорее инстинкты в первую очередь, да, я просто с разных сторон рассказываю, поскольку общий расклад. У кого-то, может быть, вы воспылали страстью же к женщине, да, и причем это может быть очень и очень взаимно. Но то, что одиночество вас тяготит, это однозначно. И при том, при всем, что многие из вас имеют довольно неплохой достаток, то есть могу много чего себе позволить, но единственное то, что безумно одиноко. Давайте сделаем опрос, как всегда, мои любимые мальчишки. Напишите, вот реально, да, вот деньги ведь не греют, да, и золото, бриллианты, ничего это не греет. Вот напишите, что для вас важнее? Вот все-таки любовь, отношения, ну, либо же материальный комфорт. Может быть, кто-то напишет, что у меня все есть, мне никто не нужен, да, мне и так хорошо. Вот напишите, что для вас важнее? Любовь, семья, либо же вот материальный достаток. Вы на самом деле ведь человечек-то очень любвеобильный. Вам жизненно необходима женщина рядом. И как бы вот вы сейчас мне, может быть, будете писать там кто-то, да, что да мне классно, мне хорошо, большинство из вас хотели бы встретить новую любовь. Кто-то ищет любовь, кто-то уже, как я сказала, положил глаз на какую-то женщину, да. Кто-то, может быть, даже, ну так, типа тестирование, типа тестирует женщину, да, вот она может находиться на расстоянии, у кого-то может быть даже в переписке эта женщина пока что, но есть некие сомнения. Вот сомнения именно связаны с прошлым, с вашей такой вот переменной жизни. Связано с тем, что вы когда-то потеряли свою женщину, и теперь вы, ну, не очень-то доверяете. Поэтому что я могу сказать, ребят? Я не могу сказать, что здесь прям собрались такие люди, которые, ну, полностью поставили крест, но то, что есть недоверие, есть опасение, и у кого-то из вас уже появилась, ну, такая, может быть, новая зазноба, да, либо же она уже есть рядышком с вами, но это новая дамочка, это однозначно. Вы человечек очень хлебосольный, вы довольно неплохо готовите, вы умеете накрыть на стол. И даже, я думаю, вы, ну, дадите фору любой женщине. Ну, и пусть не любой, но многим из них, да, потому что, ну, реально многое умеете. Порой ваша доброта зашкаливает, и я вам скажу, что люди этим пользуются. Вообще, знаете, вот судя по раскладу, у вас много чего есть. Начиная от материального, заканчивая вашими такими, ну, потрясающими человеческими качествами, которые порой вы скрываете. Вы не будете выворачивать душу всем и каждому. Вас настоящего знает очень ограниченный круг людей. И единственное, чего вам по-настоящему не хватает, это любви. И неважно, вы сейчас одиноки, либо же у вас есть какая-то временная дама, какие-то отношения. Вот такой вот настоящей любви у вас, у большинства нет, к сожалению. А хочется влюбиться. Причем хочется, знаете, вам хочется влюбиться до такой степени, чтобы, ну, реально, вот как это было, может быть, по молодости, в 17, в 20 лет, да?
Хочется какого-то такого тихого семейного счастья. Напишите в комментариях, ребят, хотели бы вы тихое семейное счастье? Вот знаете, ну хочется просто вместе, вот банальных вещей. Погулять, может быть, даже просто за ручку погулять, да. Я кекс не беру во внимание, это само собой разумеется. Может быть, просто вместе в обнимочку посмотреть телевизор, да. Может быть, еще что-то вместе поделать, да. Но вот вам именно хочется создать вот этот мир двоих. И вы никого больше не пустите. Вот когда вы влюбитесь, когда вы поймете, что это ваша любимая женщина, вы никого не будете пускать, причем вы, ну, даже, может быть, длительный период не будете никому особо афишировать то, что у вас появилась новая женщина. Ваши там друзья, родственники, они далеко не сразу узнают о том, что у вас есть новая женщина. В вашей жизни было много вранья. Почему? Это вранье вас порой до такой степени шокирует и убивает, да? Причем, смотрите, у вас даже, мальчишки, проигрывается, что было вранье не только от женщин, но и от мужчин. Это могли быть какие-то рабочие моменты, да, где вскрывалось какое-то вранье. Это могла быть дружба, когда вы понимали, что ваш, может быть, там близкий друг, приятель, на самом деле лицемер и предатель, да. То есть такие моменты тоже были в вашей жизни. Давайте теперь смотреть, что же за загадочная фанатка у вас появилась. Итак, ох, дама страстная, ох, какая такая, знаете, любвеобильная. Причем она за вами как будто подсматривает, но она даже виду не подает. Она это так тонко делает, то есть она уже очень-очень давно за вами следит. Она, может быть, даже выспрашивает информацию, может в соцсетях следить. Это дама, которая, ну, вы никогда не поймете, вот она глазом не моргнет, она себя не выдаст, свою симпатию. Она, я бы сказала даже, что она влюблена в вас, и мысленно она уже вышла за вас замуж. И хочется с вами серьезных отношений. Какая она? Давайте. Дама, которая имеет как минимум очень хорошую интуицию, возможно, даже владеет магией. Сейчас я представляю, кто из вас будет в шоке, да? Так, смотрите. Это дама, которая настолько загадочная, что, ну, знаете, она порой бывает очень и очень непредсказуемая. С одной стороны, это хорошо, это цепляюще, да, женщина-загадка, это всегда интересно, ты пытаешься ее разгадать, какая она, что она. Но смотрите, скорее всего, проиграется, что она темноволосая. Она худощавого такого телосложения, ну, может быть, среднего, ну, то есть она не толстячка, это точно. Она подтянутая, она стройная. Но вот она какая-то, ну, глубоко неуверенная в себе. Потому она еще и скрывает свои чувства. Она не знает, как проявиться, да, вот она влюбилась в вас, да, вот она фанатеет от вас, она уже, ну, практически замуж вышла и родила 3 детей от вас. Но она боится, она, может быть, комплексует, она как-то, ну, знаете, она такая зажатая. Зажатые женщины, конечно же, это не есть хорошо. Я знаю, что меня и женщины смотрят, поэтому, девчонки, нельзя быть зажатой, особенно в интимных моментах. Смотрите, эта история идет издалека. У нее могли быть либо же не очень хорошие отношения с родителями, это еще привет из прошлого, из детства. Поэтому эту дамочку еще вогнали в комплексы в детстве, да, когда, может быть, отец либо мать к ней не очень хорошо относились. Плюс еще здесь может проиграться, ну, не очень хорошая любовная история, когда мужчина в ее жизни раньше мог рассказывать: ты такая, ты сякая, у тебя и то не так, у тебя это не так, да. Поэтому как будто вот ее в течение жизни все вгоняли в комплексы. Поэтому
А ведь, ну ничего человеческого ей-то не чуждо, да, ей тоже хочется любви. Она фактически, она уже влюбилась в вас, но она зажата, да, что с этим делать? Вот как-то проявится она или нет? Все-таки вы поймете об этом или нет? Какой-то период нет, вы не будете догадываться. Вот она, но она настолько будет держать оборону, да, вот как будто она в армии служила. Она может быть с вами даже холодновата. Вот обращайте внимание на женщину в вашем окружении, которая может быть внешне сдержанная, холодная такая. Она может даже какие-то колкости в ваш адрес отпускать. Но это не потому, что она злюка, а потому что вот она влюбилась, глупенькая, да? И не знает, что с этим делать. Да, тайна, вот тайна. Она так это скрывает, она так маскируется, но ей хочется стать вашей императрицей. То есть вашей любимой женщиной, вашей женой. Вы видите, весь расклад вокруг да около. Мы все равно возвращаемся к этому. Вот она за этим холодом, она маскирует свою неуверенность, свои страхи. Кстати, многие женщины точно так делают. Они могут кричать, ругаться, да, от своей слабости, от своей закомплексованности, потому что они по-другому просто не умеют коммуницировать с мужчинами, понимаете? Она очень страдает, она переживает, что ну, ничего не двигается, вы ее не замечаете. Она даже может быть, знаете, вот как будто это безвыходная ситуация у нее. Что же будет дальше? Мне прям интересно. Знаете, вот как бы ей не было тяжело, все равно она будет думать, как решить эту проблему, все-таки как с вами сблизиться, потому что сама она не может, ну, в силу своей неуверенности, да, она будет просить помочь ей какую-то женщину. Это может быть какая-то ее подружка, приятельница, может быть, сестра, чтобы ей либо же подсказали, либо же с помощью этой женщины как-то с вами сблизиться. Эта женщина, вот которая возле нее, да, может быть, подружка та же самая, она более уверенная, она, ну, такая дамочка вся из себя. Таким дамам во след точно оборачивается. У нее богатый жизненный опыт, она, в принципе, при деньгах, поэтому, я думаю, она и расскажет, что делать и как себя вести. И после этого вот эта вот такая мышка-замухрышка, да, назовем ее так, такая зажатая фанаточка ваша, так скажем, она станет немножко так поуверенней. Вот эта ее подружка, она ее поднатаскает в этом деле. Она ей скажет, вот сделай так, может быть, напиши, там, отправь какой-то смайлик, может быть, я не знаю, там, подножку ему поставили, еще что-то. Ну, понятно, я утрирую, конечно, да, шлагбаумы никто вам ставить не будет. Но, тем не менее, вот как-то вот эта вот такая дамочка, она станет более уверенная. И она реально что-то со временем придумает. Да, это будет не сразу. Она еще будет оттягивать, она еще пострадает, она себя еще понакручивает. В общем, ну здесь такая, знаете, целая Санта-Барбара. Что же все-таки у вас будет с ней или нет? Общение будет однозначно, еще раз говорю, не сразу. Но это такое будет экстремальное общение, потому что дама, ну, реально она будет вести себя как-то, ну, не так, как вы привыкли, как ведут себя женщины, да? У нас как обычно, более развязная, более там такие, ну, я не знаю, главное не сопротивляться, она вас и в постель уложит, она сама все сделает, да, а вы, главное, не сопротивляйтесь. Это будет совершенно другая. И вы поймете по ее общению. Да, вот эти ее колкости улетучатся. Это поначалу она может вас где-то подкалывать, как-то резко отвечать, а когда вот вы начнете с ней чаще общаться, она снова станет той такой робкой девчонкой. Вот знаете, мне ее почему-то вот чисто по-человечески вот жалко. Она неплохой человечек. Да, жизнь ее потрепала. Да, там может быть еще такой привет из прошлого от родителей, что вот она такая выросла, что она комплексует, она в себе сомневается, хотя, в принципе, она довольно симпатичная женщина. Там не в чем сомневаться. Она себя накручивает, да.
Смотрите, из-за своих страхов и комплексов она по жизни, она имела, ну, очень мало отношений, назовем это так. У нее не было большого опыта с мужчинами. Поэтому, ребят, если вы хотите взять, может быть, на воспитание, на перевоспитание, как угодно называйте эту даму, да, ну, плюс, конечно же, она будет готова вам всю себя отдать, вот так, как она умеет, то дерзайте, потому что у нее не было много мужчин, но она, как любая женщина, мечтает про императора, да, вот сильного, смелого мужчину. И в ее глазах император – это вы. Вы можете этим гордиться, конечно, можете поправить корону, но, тем не менее, придется в каких-то моментах где-то что-то потерпеть. Да, может быть, не все вам будет нравиться, как она что-то делает. Ну вот она такая, она может быть даже простушка, да, по сравнению с современными мужчинами, вернее, женщинами, да. Она, может, не все хорошо умеет, особенно в интимных моментах, да, если у нее было, ну, немного партнеров. Она может что-то не уметь. Ну, ребят, это такие вещи вы можете спокойно подучить. И я думаю, если вы влюбитесь, то это как-то вот пойдет все как по маслу, да. Сейчас посмотрим. Кардинальные перемены идут. Кардинальные перемены идут. Главное, чтобы никто из вас не застопорил себя мыслями, что вот, а вдруг она тоже будет меня на деньги разводить. Потому что такой пунктик у кого-то из вас точно есть. Если вы не испугаетесь вот этих каких-то, может быть, маленьких трудностей, потому что я считаю, что, ну, если женщина чего-то не умеет, может быть, она немножко зажатая, то вы можете ее расслабить со временем, да, вы можете чему-то научить ее, вы можете подсказать, но вы реально станете, ну, и как любимый мужчина, и как друг, как наставник, как угодно, да. Поэтому, если вот вы себе в голову не будете вбивать, что вот, на нее опять тратится, опять все с чистого листа, опять нужно вкладываться, да еще если ее там где-то переделывать, перевоспитывать, я на такое не подписывался, то, конечно, лучше и не беритесь. Ну и как итог у нас карта туз пентаклей, да, это о чем говорит? Что это довольно неплохой шанс устроить вашу личную жизнь. Вот как бы это парадоксально не звучало, да, вот она вроде бы такая мышка-замухрышка, но я вам скажу, вернее, даже не замухрышка, это я так утрирую, шучу немножко. Я вам скажу, да, что, может быть, вы даже и поняли уже многие, что, да, это хорошо, когда женщина красоточка, фигуристая, все при ней, но с лица воду не пить. Тем более, если речь идет о серьезных отношениях, либо же о семье. Там нужны человеческие качества, там важно, какой она человек, насколько она заботливая, насколько она верная, насколько она будет вас поддерживать, ваша опора, ваш тыл и так далее. Понимаете? Пусть она будет простенькая, но вы будете спокойны, что она будет только ваша. И я вам скажу, что, ну реально, если кто из вас рискнет все-таки быть с этой женщиной, вы будете по-настоящему счастливы, потому что это ваш шанс на новое счастье. Пусть это счастье будет такое постепенное, да, потому что вы как будто будете ее лепить, да, вот лепить такую, как вам хочется, по-хорошему лепить. Я не говорю это с каким-то злым подтекстом. Но то, что она будет вам верной, любящей и заботливой, это однозначно. Поэтому, мои любимые мальчишки, я вам желаю поскорей устроить свою личную жизнь. В любом случае вы будете счастливы, потому что туз пентаклей просто так не выпадает. А кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!